Здравствуйте, друзья! Я рада видеть вас на своем канале Дом Рад. На носу майские праздники, а значит наступает горячая пора посадок. И, конечно же, начинается весенняя посевная с посадки картофеля. Актуальным становится вопрос о защите будущего урожая от вредителей. Самый беспощадный и прожорливый – это, конечно же, ненасытный колорадский жук. С наступлением тепла, когда температура воздуха становится 13-15 градусов, эти насекомые выбираются в поисках пищи. И наша первоочередная задача – не дать этим гадам набраться сил и размножиться. Для этого весной в первую очередь размещаем ловушки на картофельном участке. Недалеко друг от друга раскладываем кучки из нарезанного картофеля или картофельных очисток, выдержанные в растворе мочевины примерно 1 сутки. А чтобы приманку не сдуло ветром, ее можно разложить в разовые контейнеры и заглубить их так, чтобы края были вровень с поверхностью земли. Жуки очень быстро клюнут на такую приманку, после чего погибнут от отравления. И вам останется эти кучки только сжечь. Во-вторых, учтите, что колорадский жук находит себе пищу по запаху. Поэтому важно защитить посадки картофеля сильно пахнущими растениями. Для этого по бортику грядок или посадок посадите чеснок, фасоль, бархатцы, календулу или кинзу. Я несколько сезонов подряд использую вот такую практику. Садим картофель. В каждую лунку вместе с картофелем я сажу несколько семян кориандра. Средне или поздне спелого. Кориандр вырастает прямо внутри картофельного куста и своим пряным ароматом отпугивает колорадского жука. А для дополнительной защиты по бортику картофельной делянки я сажаю грядку кустовой фасоли, чередуя ее с низкорослыми бархатцами. Делаю вот таким образом. По росту, по краю сажаю фасолинку, бархатец. И так делаю по всему периметру. Таким образом я посажу всю свою картофельную делянку. А как это будет выглядеть и какой результат приносит, я сниму отдельное видео и покажу вам летом. Летом, когда картошечка взошла, такая вся красивая, зеленая, как на подбор, также нуждается в защите. Для этого, во-первых, нужно, конечно же, ее окучить или хорошо замульчировать. Первое высокое окучивание молодой ботвы с засыпанием нижних листьев помогает уменьшить до 80% количество яйцекладок, и это по сравнению с обычным окучиванием. И во-вторых, после окучивания нужно уничтожить уцелевшие кладки и личинки. Это важно, так как первая кладка определяет будущую популяцию жука на весь сезон. Личинки погибнут при опылении картофельных кустов древесной золой. Опыление нужно провести сразу после первого окучивания. Обычно этих мер хватает, чтобы забыть о жуке до сбора урожая, то есть на весь сезон. Я несколько сезонов подряд использую этот метод и с уверенностью могу сказать, что он работает, он эффективный. Приятно видеть здоровым и цветущим свой картофельный участок, наряду с тем, как мои соседи мучаются с жуком, а потом в отчаянии или по привычке все заливают химией. Но если все-таки летом этот паразит вас побеспокоит, то можно повторить опыление золой еще 2-3 раза с интервалом в 2-3 недели или опрыскать кусты картофеля настоями полыни с золой, настоем чистотела или тополиных листьев. Об этих и других природных способах борьбы я подробно расскажу в других видео. Ну а сейчас спасибо вам за ваше внимание и до новых встреч на моем канале.